Осталась ли хоть какая-то надежда на то, что выходящий в данный момент спин-офф про Мэгги и Нигана станет нормальным? Это, если что, вопрос вам. Потому что то, как слепо движется сюжет, до нельзя удручает. Сам же дать ответ на вопрос этот пока не могу. Вроде бы и да, вроде бы и нет. Второй по счету эпизод оказался даже скучнее того, что нам показали до этого. Хоть на тот момент уже казалось, что скучнее и никчемнее будет некуда. С одной стороны, начали забрасываться крючки, так сказать, на дальнейшие какие-то твисты. Допустим, Ниган знает, что Мэгги с компанией на Манхэттене, значит, какой-то последует дальше план по их поиску, а далее объединение и свержение дамы. Ну, вот такая вот череда событий. В этом уже может гипотетически скрываться потенциал, но все же в сухом остатке на данный момент мы имеем нечто странное, нечто, от чего не понимаешь, какие эмоции испытываешь, кроме, наверное, скуки. Тем не менее, разобраться с тем, что нам показали, нужно, и обсудить показанное стоит. Если в первом эпизоде уже было понятно, что предлог возвращения Мэгги на остров в виде ультиматума вавилоновцев — это полная херня, то сейчас авторы сами это выпячивают как могут. Эти главные солдатихи, извиняюсь за феминитив, оказывается, месяцами план разрабатывали. В каком, сука, месте? Как вы разрабатывали план месяцами, что вам за, час исполнения этого плана сделали гениально? Предусмотрели, блять, все. С этого меня люто вынесло, полная дичь. Еще и Мэгги тут идиотка, пускай сидит на цепи. По их мнению. Вся эта сюжетка очень пока огорчает тем, что она не проработанная совсем. Что авторы это знают и противоречат своему сюжету своим же сюжетом. Обидно. Обидно такое замечать и обидно на такое смотреть. Ожидаемо, этот олух оказывается с Мэгги в одной лодке, далее почти буквально. Никогда не понимал, почему во вселенной ходячих малолеток, которые заведомо очевидно могут сотворить какую-то ерунду, не держат у кого-то на глазах постоянно. Смысл его нахождения для авторов здесь очевиден. Нужна в сюжете какая-то бестолковая заноза, с которой в один момент случится что-то, но что нужно будет уделять как минимум один эпизод. Тайной остается и то, что связывает его с дамой. Его нахождение вместе с Мэгги на острове явно как-то прольет на это свет. Нигану со своими 2 додиками план, кстати, долго придумывать не пришлось. Он этой клуше все свои мысли раскидал за пару минут в этой сцене. При этом Хорват просто поджал хвост, и вот честно, я не понимаю, как таких занудных двух можно было персонажей придумать, хотел ругануться, не стал. Сами по себе ни Хорват, ни дама ничего из себя не представляют, ходят как наборы злодейских штампов, да и все. Дама — помесь Альфы со своей загадочностью и бессмысленной жестокостью Марты, ее кто-нибудь вообще помнит, из «Бойтесь ходячих мертвецов», со своими спичами ни о чем. Хорват — это Саймон, если бы тот был лютой тряпкой. Короче, хз, персонажи эти не самобытные. Без Нигана они не смогли бы ничего, не то что сюжетно, но и с точки зрения того, что они без него не смотрибельны на экране совершенно. Вообще никак. Сцена вторжения, так называемого, это единственное, что хоть как-то, хотя бы визуально запомнилось в эпизоде. Да, ярко, красочно, в этом плане бюджет виден, хотя бы на графике не сказать, что экономят. Пока что. Именно здесь случается эта затравка к следующему ходу Нигана. Нужно ему как-то будет начать искать Мэгги и остальных, чем он уже в следующем эпизоде и займется. Старый в этой сцене заметил каким-то боком что-то неладное в поступке Нигана, что приводит дискуссию к следующей сцене. Зачем она была нужна? Не знаю. Более грозной даму слив статиста-скрипача не делает. Наоборот, поступки ее ощущаются бессмысленными, хоть зрителю это и должно казаться чем-то крутым по замыслу авторов. Акцент тут на том делается, что дама — человек, дело, и обещания, и угрозы сдерживает. Никаких ассоциаций. Кажется мне, за такую подставу и Ван Гогу этому от Нигана достанется, и ведьма это по шапке тоже получит. Но всему свое время. Самое забавное, что даже такой, по замыслу авторов, важный
в серии момент очернен тем, как же он затянут. Спич антагониста перед каким-либо фрагом — это дело классическое уже для ходячих. Вот вам Альф. Вот вам Ниган. Но в данном случае из-за того, что сюжетного веса толком не ощущается в этом всем действии, да и сам монолог прописан максимально уныло, потому что дама скучная, момент хочется промотать сразу до нужного тайминга с предсказуемым сливом статиста. Из показанного в концовке обсуждать есть смысл только пистолет, который принесла с собой Джинни. Это словно был намек для нас о том, какова ее цель. Внятного ответа пока что не дать. Но либо она хочет доставить свинцовую посылку Нигану, либо помочь ему с какого-то перепуга освободиться. У второго шансов ясен хрен меньше, ведь Ниган в том сезоне сказал, что убил ее отца. Так что посмотрим, что из всего этого получится. Но пока что все печально. Тенденция делать скучную нудятину сохраняется второй сезон. А если иметь в виду этот сезон, то второй эпизод подряд. Да, вроде и экшена завезли немножко, и интриги какие-то наводят, но проблема в том, что не работают эти твисты, которыми авторы пытались на фанатах отрабатывать. Надеюсь, дальше будет лучше, как всегда, собственно. А пока что что-то как-то тильт. Жду ваши отзывы в комментах, на этом вроде бы все. Если что, есть телеграм-канал, можете и туда подписаться, иногда что-то там пощу, в последнее время довольно часто. Ждем дальнейшие эпизоды, или не ждем, можете не ждать, я для вас помучаюсь. До скорых видео.